Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот такой коврик, карандаши в коробке. У меня, правда, весь не входит в камеру. Есть такие карандаши, называются радуга. Вот я связала радугу, солнышко. Вязала из пряжи для ручного вязания рукодельница. В одном мотке, вот она, из нее мочалки обычно вяжут, или сумки, шляпки можно вязать. Значит, в одном мотке 50 грамм, это стопроцентный полипропилен. Ну, и здесь как ухаживать, какими крючками вязать, спицами. Так, значит, сам коврик я вязала крючком 4,5 миллиметра. А вот радугу и солнце вязала тунисским крючком. Крючком я не стала вязать, потому что получилось бы очень грубо. Вот поэтому вязала тунисским крючком. Вот эта часть основная. Фон, коробка и карандаши связаны вдвое. Как я один раз показывала подошву, двойную подошву. Вот она двойная, но не разделяется. В два ряда вяжется здесь и на обратной стороне. А обвязку делала уже в один слой. Значит, а здесь два слоя. Значит, карандашей у меня получилось 6. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и, естественно, столько же цветов радуги у меня. Так, значит, я вам напишу, чтобы было видно. Значит, вязала я крючком 4,5 миллиметра. Так, а радугу и солнце вязала тунисским крючком 3,5 миллиметра. Размер этого коврика вот сюда в длину сюда у меня 50 сантиметров и в ширину 40 сантиметров. Так, значит, на весь коврик у меня ушло вот этой серой пряжи чуть больше одного мотка, а на все остальные цвета по одному мотку вполне хватит. Вот и еще остается. Такой коврик можно связать из обычных ниток, из остатков. Вот, допустим, у вас остаются нитки, и вы решили, вот, некуда их деть, возьмите и свяжите коврик. Можно вязать такой, вот, значит, который пряжи у вас больше, пустите на фон, на коробку, а которых поменьше на карандаши. Но кто-то мне скажет, а если меланжевая остается, можно ли ее использовать? Можно. Потому что есть карандаши, у которых оболочка, покрытие карандаша, именно меланж. Бывает с рисунками,
бывают металлизированные включения, блестки какие-то там. Так что спокойно вяжите, не бойтесь. Единственное, грифель, конечно, вы какой-нибудь цвет туда вставьте. Хотела я на солнышке вышить тамбурным швом ротик и французскими узелками глаза, но что-то мне не понравилось. Ну, вы смотрите, может быть, кто-то и вышьет. Вот, и теперь, кому понравится, пожалуйста, вяжите. Кстати, что хочу сказать. Не обязательно вязать вот с фоном. Можно, допустим, связать полностью карандаш. Но мне кажется, желательно все-таки вот этот фон сделать вот здесь по краям от карандаша. Потому что, когда вы половик положите с одним только грифелем вот здесь остро, он будет загибаться и будет мешать. А когда вы свяжете карандаш вот так по прямой, пошире, там, допустим, полностью весь карандаш, его можно использовать как самостоятельный коврик и вязать отдельно, допустим, одного цвета, где-то в другом месте положить карандаш другого цвета. А можно сразу там 2 или 3 карандаша связать. Но мне кажется, лучше все-таки дать фон. Может быть, короче можно сделать вот эту часть и грифель. Может, тогда не будет задираться, но я сомневаюсь. Экспериментируйте. И еще что хочу сказать. Прежде чем вязать из такой пряжи, вы потренируйтесь вязать на обычных нитках. Вот возьмите обычную пряжу и на ней свяжите, потому что жаккард на двойном вязании все-таки сложновато вязать. Потренируйтесь, особенно вот в этих местах, в переходах. Здесь-то легко вязать, вот здесь, а здесь все-таки сложно. Поэтому вы потренируйтесь. Но это мое мнение. Почему? Потому что если вы начнете сразу из этой пряжи вязать, она деформируется, она расщепляется, она теряет вид. Вот видите, что получается. И вы, если несколько раз провяжете, все, ну, можно, конечно, что-то связать, но уже немножко не то будет. Поэтому, прежде чем из нее вязать, потренируйтесь на обычных нитках. Поскольку я буду теперь вязать уже не полный коврик, я буду вам показывать на 3 карандашах. 1, 2, 3. Значит, для начала мы будем вязать с вами фон. Вот этот. У меня на 1 карандаш использовано 14 столбиков без накида. А поскольку я буду вязать 3, 1, 2, 3, то мы 14 умножаем на 3 и получаем 42 столбика без накида. Значит, я должна набрать 42 петли воздушные петли плюс 1 воздушная петля для подъема. То есть получаем 43 воздушные петли. Вот это количество вы наберите для своего образца. Делаем первую петлю. И считаем 1, 2,
3, 4, 5. Итак, набираем 43 воздушные петли. Итак, набрала я 43 воздушные петли. И вяжем обычными столбиками без накида. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем. Один, вернее, 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем остальные столбики без накида. Ну вот, довязала я ряд до конца. Дальше что мы делаем? Вывязываем одну воздушную. После того, как вывязали одну воздушную петлю, одну петлю пропускаем, заходим в следующую и в петлю вот напротив. И провязываем столбик без накида. Дальше заходим в эту петлю, полупетлю, и за эту беремся. Далее следующая петля и вот напротив. И провязываем столбик без накида. Теперь в следующую и вот в эту. И так вяжем до конца ряда. Я этот метод показывала уже в видео, когда вязала толстую подошву. Получается двойное вязание. Ну и так самостоятельно вяжем до конца ряда. Ну вот, провязала я 40 столбиков. 41. И вот здесь вот надо вот эту петлю и эту соединить. Первый ряд, он сложноватый всегда. Так, и вот эту. Так, оп. 42. Далее. Дальше будет легче. Одна воздушная. И соединяем опять точно так же эту петлю и эту и эту. Столбиками без накида. Вот так можно немножко сложить их.
Вот, и так вяжем тоже до конца ряда. Вот заканчиваю ряд. 40. 41. 42 прям в угол вводите крючок и вытаскиваете петлю. 42. Опять вывязываем одну воздушную, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем. И вот у вас петли очень хорошо друг против друга лежат. Вот они. И вот такой толстый коврик у вас будет получаться. Все-таки двойной. Значит, вяжете столько раппортов, настолько карандашей, сколько вам нужно. И в ширину тоже вяжете настолько, насколько у вас есть желание. Я сейчас провяжу несколько рядов и буду вам показывать, как вывязывать карандаши. Ну вот я немного провязала, больше я вязать не буду для образца. 40. 41. 42. А берем нить другого цвета, который будем вязать первый карандаш, и закрываем. Вывязываем одну воздушку, одну петлю пропускаем, в следующую будем вязать точно так же. Столбиками без накида. Один, два. Три. Четыре. 5. Кстати, обратите внимание, что эта нитка, пряжа, тоньше, нежели... Видите, они разные совсем. Один производитель. Так, 5 провязали. Вот эту пряжу основного цвета можно обрезать. Она еще долго не понадобится, а если карандашей будет много, то вы можете запутаться. Дальше 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 13, а вот 14 будем закрывать нитью другого цвета. Вы же, наверное, знаете, что столбики, последняя петля закрывается нитью другого цвета. Вот так. Вяжем розовым. Один. Я вам покажу полностью сейчас этот ряд, чтобы не было недоразумений. 2. Вот так берем, уже легко. 3, 4, 12, 13, 14. Теперь берем нить другого цвета. Закрываем. И вяжем этим цветом до конца ряда. В конце ряда я вам покажу. Так, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А теперь вот самое интересное. Вывязываем одну воздушную. И это у нас первый столбик. Одну петлю пропускаем, в следующую вводим. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а вот здесь 14. Вот 14 столбик, вот здесь. А у нас еще один есть. Значит, это за счет того, что меняется цвет петель. Ну, может, кто-то поинтереснее придумает. Ну, вот у меня так получилось. Значит, мы что делаем? Вывязали, когда воздушную, вот я закрыла последний столбик, вывязала одну воздушку и захожу уже не сюда, а вот сюда, в следующую петлю. Получаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
и вот 14. Провязываем 14. Эту нить укладываем вперед. Это хвост у нас. Поднимаем розовую и ею закрываем. И дальше вяжем. Один, два, три, 12, 13, 14. Розовую вперед. Так, это у нас тоже хвост. А красный закрываем. И опять. Вот 1, 2, 3, 12, 13, и 14 в угол. Одна воздушная. И опять мы вводим крючок во вторую петлю. И вперед. Один, два, три, 4, 5, 12, 13, и вот последний 14. Поднимаем розовую нитку и ею закрываем и вяжем розовым цветом. Вот, и у вас будет ровно цвет идти. Вот красный четко над красным, розовый четко над розовым. Поэтому мой совет. Считайте столбики. Вот если вы будете вязать на 14, значит у вас должно быть 14, не больше. Вот видите, они тогда встают друг над другом. Значит, сейчас я провяжу небольшой кусочек и буду вам дальше показывать. Ну вот, допустим, вы связали эти части. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов у меня здесь. 10 сантиметров. Допустим, вы связали. И теперь нужно перейти вот на эту часть. На белый и серый цвет. Сейчас я вам буду показывать, как это вывязывается. Вот закончила я изнаночный ряд. Все хвосты здесь. И вот последний столбик у меня. И я его провязываю белым цветом. И одну воздушку. Поворачиваемся.
И вяжем точно так же, как вязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Видите, совпадает все. 14. И так до конца ряда. Ну вот, провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И в угол 14. Одна воздушная. И опять точно так же вяжем обратный ряд. Вот. И вяжем до конца ряда. Нитки я уже отрезала. Вы, допустим, уже вот эти части связали на какую-то высоту. И вот вяжете теперь белым цветом. Итак, вяжем до конца ряда. Так, связала я 13 столбик над этим цветом, над красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот надо 14 вязать. Как я говорила, в угол. А закрываем серым цветом. Вот здесь будет сложность. И одну воздушку. Поворачиваемся. И дальше мы будем вязать белым цветом, а серую будем укладывать сюда. Так, хвосты я сюда не заправляю, их можно будет продернуть. Один. Два. Три. Четыре. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Вывязываем 12 столбик, но нитку подтяните немного, но без особого усилия, без фанатизма, слегка. Так, вывязываем 12, закрываем серым, вывязываем 1 и 2, а закрываем белым. И дальше опять серый укладываете. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, закрываем серым и провязываем 1 и 2. Закрываем белым. И так вяжем. То есть мы серый провязали один столбик над одним цветом и один столбик над другим. И здесь точно так же над одним и над другим. И так вяжем до конца ряда. Вот я провязала 11 столбиков белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закрываю серым. И серый вывязываю. Но закрываю его белым цветом. И поворачиваюсь. И вот тут такая ситуация. Если мы сейчас будем вязать белым цветом, серый будем укладывать, то у нас на той лицевой стороне, вот здесь, видите, не видно серого цвета, потому что он закрыт рядом столбиков. А если мы сейчас будем серый укладывать, он здесь будет просвечиваться. И следующий ряд его не закроет. Ну, вы попробуйте. Я покажу, как буду делать я. Так, мы, значит, серый закрыли, и еще одну воздушку мы должны сделать. И теперь вяжем белым. А вот теперь укладываем 2, 'Теперь как бы убираем
3. А теперь укладываем 4. Теперь мы убираем 5. А теперь его в центр 6. Теперь убираем 7. Теперь провязываем внутрь 8. Теперь убираем 9. Теперь провязываем 10. Убираем 11. И вот в последнем столбике вот эта нить должна быть в середине. 12, чтобы ею легче было провязать. Значит, вот смотрите, на той стороне остались белые петли. Так что не пугайтесь. Теперь мы что делаем? Белый сюда, перед нами. Мы его не укладываем. Провязываем серым. Раз. А теперь укладываем. Чтобы можно было этим цветом закрыть столбик. Удобно будет. 2. И закрываем. Опять первую петлю мы убираем. 1. Дальше укладываем внутрь. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, видите, у нас внутрь попал. 12. Закрываем серым. Белый убираем сюда. И вяжем серым. Раз. Теперь укладываем белый. 2. Закрываем. И опять серый вперед. 1. 2. Вот и так до конца ряда вяжем. И у нас половина серого будет на изнаночной стороне. Видите? Если бы мы каждый вязали, у нас бы тут серого было очень много. Ну, вы посмотрите сами. Может, кому-то,
Кто-то захочет вязать, вот прятать все время внутри серый цвет, все время там прокладывать. Смотрите, тренируйтесь, пробуйте. Я сейчас довяжу до конца ряда и еще вам один ряд покажу.